Здравствуйте, меня зовут Юлия, моего ребенка зовут Егор. А, Хочу рассказать нашу историю и что у нас изменилось с приходом на курс ЛТП. Вот, значит, на сегодняшний день моему сыну 6,5 лет. Вот, с чего у нас все началось? С того, что в год и 7 он замолчал, перестал отзываться на имя, понимать просьбы какие-то, не реагировал совершенно, вот, мог сидеть в свои игрушки, играть, сам пока не подойдешь, то есть мы ему по сути были не нужны, хотя до года он развивался нормально, все было хорошо. Мы начали возить его в центры, не понимая, что это, нам поставили первое, что было, это раз. Вот, и начали работать с нами специалисты, очень нам советовали АБУ. Ну, когда я сходила 2 раза, поняла, что это бред. Вообще, как бы для меня это было неприемлем, данный способ. Вот, далее были занятия сенсорной интеграции и так далее, то есть путем дрессировки, грубо говоря, вырабатывался зрительный контакт. Вот, также были процедуры БАК, делались, потом мы меняли другой центр, искали что-то новое, дефектологи, логопеды, дрессировки, учения, чтобы ребенок заговорил и так далее. Вот. Также сменили очень много неврологов, потому что все назначения, которые делали, они меня тоже в корне не устраивали, я все время искала что-то, выписывали очень много инотропов и так далее. То есть я все это изучала и приходила к выводу, что давать я этого своему ребенку не буду. И на сегодняшний день у нас есть речь, он научился заново говорить, выучил алфавит, он достаточно умный, смышленый ребенок, но у нас оставались до курса ЛТП очень важные острые моменты. Это походы в туалет, ночной нарез, это истерики от всего нового, от новой обстановки, не знаю, от того, что я что-то не так сказала. Вот там мы едем на море, нам нужно еще куда-то по дороге, то есть он даже в туалет не выйдет, если только куда-то вправо-влево, истерика. Привычка к одному чему-то, все новое — это истерика. Вот, то есть меня это очень беспокоило. Ребенок взрослеет, становится самостоятельней, ему скоро 7, что нам делать, у меня вставал вопрос. Далее эти центры я сменила на поездки в центр, так скажем, реабилитации, и это был центр микротоков. Значит, там делали БФА, БАК, предлагали занятия, психологов. Вот, но мы делали только микротоки и корвит, это на ножки, там специальное упражнение было. Вот, обували ботинки и вот топали они. Ну, раз в полгода у нас происходили какие-то скачки незначительные, но то, что меня беспокоило, не уходило. Да, он говорил, но это была заученная речь. Скажи «до свидания», он говорит «до свидания». Скажи то-то, там он говорит. Либо что-то по своим желаниям. Я хочу пить, я хочу там огурчик или еще что-то, то есть я хочу в туалет. Все. И то в туалет это было только пописать, то есть покакать он не мог, просто не мог. Он стоял, зажимался, все, ступор, хотя это было не запор. В общем, много-много проблем, он взрослеет, мне говорят, ждите, 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 но проблемы не уходили. И я постоянно вот искала что-то новое. 2 раза мы съездили на микротоки, и я понимаю, что меня это все равно не устраивает. Вот, и я натыкаюсь на данный метод обучения родителя, метод ЛТП, который был мне очень близок изначально. То есть мне достаточно было 2 ночи не спать и изучить все, что там было вкратце. Причем, да, я там вообще не углублялась в отзывы родителей и так далее, потому что мне важно было самой понять, что нам это поможет, нам это подходит. Вот. И далее мною
молниеносно, в принципе, было принято решение, что я иду на этот курс, потому что, в принципе, я придерживалась данной методики. У нас было обширное питание, гречка была любимая каша и так далее. То есть для нас не составляло особого труда есть то, что было на курсе. Возможно, благодаря этому у нас не столь глубокая степень проблемы. То есть ребенок менялся, и у нас был постепенно какой-то прогресс, возможно, из-за того, что вот как раз-таки питание было приближенное к данному. Вот. Плюс я ему не давала ноотропов практически, кроме кортексина и когитума, которые также не дали каких-то видимых результатов. Вот. И далее мною было принято решение о том, что я сама изучала, какие витамины, какая может быть нехватка, и я сама давала ему эти витамины. Некоторые витамины тоже присутствуют здесь. Вот, возможно, вот это и давало толчок. То есть мы что-то делали, но я не понимала, что нам давало результат. То есть какие-то скачки вообще непонятные происходили, с чем это взаимосвязано было. Я вообще не могла найти никакой взаимосвязи. Вот, далее мы заходим на курс, и все проблемы, которые обозначила, истерики, новая одежда, там он не хотел либо там голый, либо полностью одетый, там в трусиках он не мог ходить, не хотел, истерика случалась, вот, походы в туалет, вот ночной нурез, вот все, что меня беспокоило, вся физиология у меня спустя 2-3 недели у него встала на место, и для меня это был такой шок, когда я ночью в 2 или в 3 часа слышу топот. У меня ребенок встает впервые за 6,5 лет и идет ночью в туалет. Ну это как? Если это не чудо, действительно, что... В общем, я настолько была воодушевлена этим всем, и чем дальше, вот сейчас на сегодняшний день, 2,5 месяца, как мы на курсе, очень много изменений, мы ходим на адаптацию в школу сейчас, и он сидит, он выполняет все задания, он не убегает, и это он сидит с чужими детками, которых он еще не знает, берет за руку учителя, идет, слушается, отвечает. Это огромный результат, потому что я ждала, как обычно, что будет какая-то истерика, ступор, и все, то есть мы развернемся и уйдем. Вот. Но он меняется постоянно, каждый день он меняется на глазах, у него становится, помимо того, что физиология вся наладилась, истерики уменьшились, помимо этого он становится общительней, он начинает рассуждать, он начинает разговаривать, диалоги, шутить. Вчера мы поднимаем, я не могу поднять книжку, он поднимает, и мне говорит, помощь нужна. В общем, очень-очень-очень много изменений. Я всем советую не ждать, не тратить времени, потому что данный курс — это единственное, что помогает без стресса для ребенка. Вот. Я очень рада, что нашла, и очень благодарна за все, что доктор и его команда делают для нас, для того, чтобы мы могли жить нормальной жизнью. Даже я поменялась, я стала гораздо спокойнее, потому что нет этих истерик. В общем, спокойный ребенок, спокойная мама, как говорится. Поэтому это чудо, правда, чудо-метод. И я очень благодарна доктору, что он это сделал, разработал без стресса для ребенка, и то, что действительно помогает. Поэтому родители, кто еще не здесь, правда, не теряйте драгоценного времени. Я вспоминаю те истерики, которые были у ребенка, которые я пережила, и смотрю на родителей, которые в год и 7, год и 9 заходят с детьми, спрашивают, не маленькие ли дети, а нам не рано. Блин, если бы у меня такая была возможность, я бы пришла бы в год и 7, в год и 9, как раз таки, когда у нас все началось, и мне не пришлось бы переживать все то, что я пережила. Особенно, когда у нас была ветрянка, и это была атака на мозг, и просто психи были жуткие. Поэтому не передать, что пришлось пережить, конечно, но благо все позади, все налаживается, и теперь я действительно верю, что у нас все будет хорошо.
потому что ребенок становится контактный, общается, разговаривает, шутит, он живой становится, не искусственный ребенок. Он изучает все, сидит, он начинает впитывать информацию, начинает с удовольствием все делать. Конструктор у меня уже собирает по возрасту. Есть у меня также отчет до-после. Это всего лишь за месяц-полтора, там результаты уже колоссальные были. Поэтому, я вижу, что взаимосвязь как раз-таки здесь, что мы зашли на данный метод, и вот у нас тут же появились результаты. Поэтому спасибо еще раз огромное, и родители, не теряйте время, иначе будет вам потом и тяжелее, и вы пожалеете, что не сделали этого раньше.